Привет, друзья! И вот снова у меня проблемы с ламинатом. Видимо, кто-то хорошо побил его молотком. Или где-то чем-то зацепили. И получается верхнюю часть ламината сорвали этот пластик аж до МДФ. А вот эта черная точка, это на Новый год у нас упала окалина бенгальского огня. Сегодня буду реставрировать с помощью эбоксидки. Мне нужен вот такой вот дример. Я им попробую зачистить вот эту вот черную точку, потому что она пропаленная, у нее там уголь. Немного прочищу, хотя можно это все сделать обычным ножом. Пока просто прочищаем, зашлифовываем, немножко расширяем отверстие, чтобы было видно вот эту основу ламината МДФ. Так, прочистил. Мы видим основу ламината. Это такое вот плотная МДФ. Она еще похожа на ДВП. Это, грубо говоря, это как картон. А из раковины я планирую заполнить эбоксидкой и нагреть ее. Нагреть эту эбоксидку, эбоксидный клей универсальный, феном строительным градусов до 60, чтобы она стала более жидкой. Здесь у меня тоже вот реставрация ламината. Уголочек был сбит, и туда уже попала вода. И она, получается, даже видно, как немного набухла. Эбоксидку мы смотрим инструкцию. Здесь, получается, нужно при тонком слое 20%. На таких вот маленьких весах я отмеряю, значит, 2 грамма эбоксидной смолы и добавляю 20%. То есть, говоря, там 4-5 грамм, десятых грамма отвердителя. Перемешиваю это все. И попробую, значит, заполнить наши раковины, прогреть феном, чтобы наш картон, вот эта основа ламината, пропиталась. То есть эбоксидка станет, вот она сейчас как мед, она станет более жидкой при нагревании феном, и она как бы хорошо впитается, как горячее масло впитывается там в мягкую породу дерева. Пробуем. Можно было бы, конечно, маленькую кисточку, но в принципе я взял эту же палочку из-под суши, которая размешивала эбоксидку. Я вот ею аккуратненько наношу на вот этот вот, на наш как бы картон, там где скололся кусок пластика. Видно, что она такое получается аппетитная, густая. Ее хорошо так капелькой нанесу, а потом нагрею, и вы видите, как оно растечется и впитается. Так, наложил такую капельку, взял фен, включил его на несильный поток воздуха, он начинает нагревать. Видите, сейчас мы увидим, как эта капелька начинает впитываться. Эбоксидка становится жидкой, как вода, и оно туда вот получается впитывается. Зачем я это делаю? Я хочу пропитать
больше туда, ну, как бы законсервировать, чтобы туда больше не попадала вода. Да, протираем ламинат. Вот. Так, решил набить повторно, так, побольше эбоксидки и опять прогрею феном по максимуму. Лишнее сверху я протру потом салфеткой. Так, другие раковинки, которые я зачистил, также само обрабатываем. То есть я делаю капельку чистой эпоксидной смолы, потом нагреваю феном, оно впитывается, ну, насколько возможно. Потом протираю салфеткой лишнее. Все, чтобы нижняя часть ламината, вот основа, которая похожа на плотный картон, пропиталась смолой и законсервировалась от воды и от влаги. Так, ребята, дальше что я хочу сделать? Я хочу в остаток эбоксидки, которая у нас в стаканчике осталась, замешать ее на вот этом донышке банки стеклянной. Замешаю ее с красителями. То есть белый порошок, черный порошок, желтый порошок. Это порошок используется для подкрашивания бетона. Он продается в строительных магазинах. То есть, ну, просто вот белый порошок, да, цинк, там я не знаю, как он называется. Желтый порошочек. Можно анилиновый краситель, но обязательно должен быть порошок, потому что, ну, если будет краска какая-то на воде, я не знаю, как с эбоксидкой она поведется, это разные, в принципе, составляющие. То есть, а порошок, он замешается, как, грубо говоря, как какой-то раствор. Вот, с эбоксидкой мы сначала делаем белый цвет, потом я добавлю немного черного и хочу подобрать цвет вот под цвета ламината. У нас ламинат не совсем серый, он немного имеет желтоватый оттенок, поэтому я взял также, приобрел желтого порошочка. Домешаю наш серый. Сначала я посмотрю, что получается белый с черным, но как показывает практика, и, значит, белый с черным дает немножко такой холодный оттенок, то есть холодный серый. Может быть такой вот он холодный с каким-то голубым оттенком. Это вот здесь и черный, и белый. Поэтому добавляю желтизны, чтобы был такой цвет серого, более такой, больше цементный, можно сказать. Сейчас нанесем на ламинат, посмотрим, как оно совпадает с цветом ламината.
Подключил вспышку к своей камере. Ну, как с фонариком, больше видно цвет. И вот видно, что немножечко, конечно, оттенок голубоватый, как я вам и говорил. Немножко нужно больше добавить желтого. Так, вот наш первый цвет. Сейчас немножко заберу нашей эпоксидки цветной и добавлю более желтоватого оттенка. И посмотрим, как на ламинате оно смотрится. Мы видим, что цвет более уже похожий, правильно? Сейчас мы добавим. И получается, что приближаем цвет нашей эпоксидки к вот этой верхней части ламината. Вот. Еще хочется, конечно, туда светлого добавить. Но сейчас позаполняем все наши раковины. Тоже немного прогрею феном, пускай больше растечется. И потом подумаем, что дальше делать. Также подкрашиваем нашу раковину там, где уголок. Тоже нанесу тут феном, немножечко прогрею, потому что чтобы не бросалось в глаза. Ну, уже как получится. По большому счету здесь ламинатина уже от воды приподнялась. Тут по хорошему счету нужно полностью срезать ее, чтобы выровнять, да, и заполнить уже все. Ну, пока сделаем так эту реставрацию, чтобы хотя бы дальше не разбухал ламинат и дальше не деформировалась эта часть уголка. Так, смотрю я на наш цвет, он немножко все-таки темнее. А здесь, где была раковина от бенгальского огня, видно тоже круглую точку. Опа, фокус, а теперь не видно нашу точку. Видите, там, где она была, я просто вот я добавил более светлого и провел белые полосочки вот по горизонтали. И получилось так, как вроде бы фактурка. Здесь тоже добавил более светлого цвета. И получилось, по-моему, отлично. Если вам понравился такой метод реставрации, прошу, поставьте лайк и спрашивайте в комментариях, я вам обязательно отвечу. После высыхания эпоксидка, как мы видим, блестит как вода. Поэтому сейчас возьму 2 листочка наждачной бумаги, 2000 и 1000, и заматирую, чтобы не было такое глянцевое. Так, ну что, друзья, я закончил свою реставрацию. Смотрите, что по сравнению с предыдущим видео, где я показывал, как реставрировать при помощи полиэфирной смолы, а именно гель-коута, то эпоксидка, значит, она более прочная. Гель-коут, хотя тоже очень прочный, но гель-коут в течение 10 минут застывает, и его можно подрезать лезвием
он не тянется. То есть его можно в желеобразном состоянии после 10 минут подрезать лезвием и срезать его в уровень ламината. Это тоже показано.